Всем привет! Вы на канале Наргизкина кухня. Сегодня я решила приготовить капусту по-корейски и, конечно же, поделиться рецептом с вами. Тем более, что, думаю, на сегодняшний день актуален для очень многих моих подписчиков. Давайте готовить вместе. Для начала нужно нарезать капусту. У меня два вот таких небольших вилочка. Общим весом на 2 килограмма 400 граммов. Не пугайтесь, это совсем немного. Когда вы приготовите, вы пожалеете, что не приготовили больше. Пойдете еще покупать капусту. Разрезаю капусту пополам, вырезаю кочерышку. Она, как всегда, нам не понадобится, никуда не пригодится. И нарезаю на сегменты, такими треугольничками небольшими. А потом буду резать поперек. Слишком крупно нарезать не стоит, надо так, чтобы потом было удобно есть. Но и слишком мелко не нарезайте, а то мелкие кусочки у вас потом размякнут все и будут как тряпочки, невкусные и некрасивые. Сказала и задумалась, какие же на вкус тряпочки. Не знаю, какие на вкус, но выглядят не очень. Всю свою капусту я буду нарезать подобным образом и разделять листики. Видите, я их рассоединяю для того, чтобы потом они хорошо приготовились, просолились и пропитались специями. Если этого не сделать, то они будут как куски свежей капусты у вас попадаться, сырой обычной капусты. Будет невкусно, поэтому старайтесь по максимуму отделить все листочки друг от друга. Также поступаю со вторым кочаном. Сегодня у меня получилось поделиться с вами рецептом, опять-таки с минимумом ингредиентов и с максимумом вкусов, так как я люблю. И, кстати, не только я, но и многие подписчицы пишут мне: Наргиз, показывай рецепты, в которых мало продуктов и которые быстро готовятся, в которых не надо много заморачиваться. Вот это как раз один из таких рецептов. Чтобы удобно было перемешивать, я взяла еще одну миску, часть сюда положу. Да, раскрываю вот эти. Ну, сейчас я буду мешать еще с солью, раскрывать еще их. То, что не раскрылось, листики не разъединились. Вот. Она сейчас, когда просолится, она осядет, и я опять в одну миску все положу. Пока добавлю сюда столовую ложку и еще пол-столовой ложки. 1,5 столовые ложки соли я добавлю на всю капусту. Здесь сначала перемешаю. Все вот эти листочки хорошенечко вот так раскрываю. И надо хорошенько перемешать капусту. Вот. Увидели закрытую, не раскрывшуюся? Раскрывайте. И хорошенечко перемешиваем. И оставляю на полчасика, на 20 минут. Пусть полежит на столе, на кухонном, и просолится. И пустит сок. Пока она будет лежать на столе, я ее буду подходить и вот так перемешивать. Вот так перемешивать. И при перемешивании слегка на нее надавливать. Не сильно, не выжимать с нее сок, а просто буду слегка придавливать. Пока капуста просаливается, я кориандр хочу размолоть. Сделаю это в кофемолке. Можно его в ступке потолочь. Я в кофемолке. Кориандр я измельчила. И сейчас его обжарю. Сейчас покажу вам. Вот так. Вот. Включила газ на средний ход. Ставлю сковородку сухую. Ну, вот так. Столовую ложку кориандра я обжарю. Жарить надо до характерного запаха. Когда вот вы почувствуете запах жареного кориандра, а вы его обязательно почувствуете, тогда будет достаточно. Не так, чтобы он сгорел, а вот как запах пойдет интенсивный, значит уже готово. У меня кориандр поджарился. Все, я выключаю. Сейчас пересыплю из сковородки, чтобы дальше не жарилось. Все.
Не забываем про нашу капустку. Периодически ее перемешиваем. У меня прошло буквально 15 минут. Капуста уже, посмотрите, вся блестит. Уже ее стало в 2 раза меньше. Я сейчас переложу ее в одну миску, чтобы понять, что с солью. Хватит или еще добавить. Капуста постояла у меня примерно минут 45 даже. И я вам хочу показать. Вот сейчас я переложу в другую миску и покажу вам, сколько с нее вышло сока. Этот сок нам не понадобится. Видите, она какая уже стала? Податливая, мягкая. Можно вот внизу уже даже надо отжимать слегка. Сок нам не нужен. Когда солите, вы посолите сначала. Там, допустим, я вот посолила 1,5 столовые ложки, вы посолите пол-столовой ложки, перемешайте, попробуйте. Вот чуть постоит она, минут через 10 уже попробуйте, как вам на соль. Если мало, добавьте еще. И вот так по пол-столовой ложки добавляйте, пока она стоит и пока вы ее перемешиваете, чтобы не пересолить, потому что капуста вся разная. И, ну, чтобы именно соль была по вашему вкусу. Смотрите, сколько тут сока, видно? Вот. Сейчас я его солью и капусту обратно в эту миску. Она побольше, в ней удобнее будет перемешивать. Я очистила 3 морковки и буду сразу на корейской терке натирать ее. У меня терка не очень важная, ну, как получится, в общем. Если нет терки, можно просто тонкими полосочками нарезать, как по-корейски, морковку. Вот так натру всю морковку. Вот видите, у меня стружка тонкая получается на этой терке. Ну, какая есть. Морковь я натерла. Теперь все это перемешиваю, капусту с морковью. Много морковки не надо, потому что у нас все-таки капуста, а не морковь по-корейски. Поэтому этого количества будет достаточно моркови. Замечаете, как уменьшается количество салата? Оседают овощи. Теперь осталось добавить специи и перемешать и оставить настаиваться. Я опять разогреваю сковороду и наливаю сюда масло растительное, рафинированное. Его надо хорошенько разогреть. Пока масло разогревается, я добавлю все специи к капусте и залью маслом. 3 столовые ложки сахара. Без горки. Вот так. Сюда я почистила чеснок. Через пресс для чеснока выдавливаю весь чеснок. 2, 3. У меня чеснок очень мелкий. Я весь начистила, что было. Весь его я отправлю сюда. У меня получилось 8 зубчиков чеснока. Добавляю сюда на сахар. Я сахар положила горочкой и паприку вот так горочкой кладу. Добавлю острый перец молотый, но это по вкусу. Любите поострее, кладите побольше. У меня перец очень острый. Я вот так пол-ложечки добавлю. А там попробую, может еще добавлю. Это для любителей острого. И добавлю вот так чайную ложку с горкой куркумы. И вот этот кориандр жареный, молотый, тоже сюда отправляю. Все ингредиенты с их количеством, как всегда, напишу в описании под видео. Теперь я добавляю эссенцию. У меня эссенция 70%. Вот столовая ложка. И еще половинку столовой ложки. Вам напишу все, что я положила, все в этом количестве напишу, в каком мне получилось вкусно. Масло согрелось в сковородке. И вот на паприку наливаю масло.
и все перемешиваю. Самое главное поймать баланс вкуса. Вкус сахара, соли и эссенции должны смешаться. И вот должно быть вкусно. Весь вкус в этом. Когда смешаются соль, сахар и эссенция, вы поймете. Ах, сразу какой аромат пошел. Как только маслом кипящим залила, сразу все запахло. Все хорошенько перемешала. Попробовала, мне уже все очень вкусно, даже еще не настоялась, но уже вкусно. Я ничего добавлять не буду. И, естественно, убавлять тоже. Переложу сейчас обратно в ту миску, накрою крышкой и уберу в холодильник хотя бы на 3 часа. Лучше приготовить это с утра. Вечером к ужину уже у вас будет готовая полноценная капуста по-корейски. Переложу руками, заодно дополнительно перемешаю, потому что ложкой все равно может где-то не промешаться, могут остаться специи, кусочки специй. А руками наверняка. Видите, какая она сочная, красивая. Вот так перекладываю. Посмотрите, уже образовался сок. Вот, этот сок уже не выливаю. Отправляю все в миску. Убираю настаиваться в холодильник, естественно, накрыв крышкой. У меня прошло часа 4. Салат пропитался, и чем больше он полежит, тем вкуснее он будет. Видите, его стало совсем не так уж много, как было изначально. Как я и говорила, что капуста осядет с морковью, и его станет не так уж много. Сейчас я положу и покажу вам. Тут такой аромат стоит сумасшедший. Сейчас переложу в салатницу и покажу вам. И, конечно же, попробую для вас. Посмотрите, вот сока сколько. Когда кладете, перемешивайте. Этот сок со специями очень вкусный. Несмотря на то, что изначально я убрала сок, который выделила капуста от соли. И вот такой красивый салат у нас получился. Посмотрите. Жалко, конечно, что аромат вы не почувствуете. Но вы знаете, как пахнут корейские вот эти вкусняшки все. И посмотрите, тут осталось еще немало. Но срок хранения этого салата большой. Неделю спокойно он у вас пролежит в холодильнике. Ну, в том случае, если вы его, конечно, не съедите раньше. А так с ним ничего не случится. Он будет в холодильнике настаиваться, и чем дольше он будет там лежать, он будет вкуснее. Ну и, конечно, хочу попробовать для вас, чтобы вы услышали этот хруст, побежали за капустой и начали готовить. Ведь ничего здесь нет, только капуста и морковь. Ничего, очень бюджетный, но при этом очень вкусный салат. Очень вкусно. Все как надо. И соль, и сахар, и эссенция. Кстати, я знаю, что во многих странах нет эссенции 70%, поэтому могу вам посоветовать наливать обычный уксус понемногу и пробовать. Сразу, конечно, не пробовать, вот чуть-чуть налили, постоял он пару минут, там попробуйте, по ложке наливайте и пробуйте, потому что вы почувствуете этот вкус, вот этот баланс вы почувствуете, когда станет вкусно, значит достаточно. Просто я знаю, что во многих странах нет 70% эссенции, и девочки меня спросят, чем заменить. Некоторые заменяют лимонным соком. Кто не признает уксус, эссенцию, наливают лимонный сок. Я, честно говоря, так никогда не пробовала, но кто не любит уксус, делают так. Ну а я на сегодня буду заканчивать, а то тут оператор уже от запахов теряет сознание. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Всем большое спасибо за подписку, за добрые комментарии. Ставьте лайки, не забывайте писать. Вы помогаете продвигаться моим видео дальше. Если вы молчите, видео тоже молчит. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.